Всем привет! Это канал Laundry Gym, это мой личный канал, второе видео. И стало на самом деле еще грустнее, вот я, наверное, так не выгляжу, потому что не хочу показывать слабину, но комментарии, которые вы оставили, многие из вас очень разочаровали меня и, конечно же, в том числе человека, который, по сути дела, меня очень сильно поддерживает. Она сидит рядом со мной. Хочу сразу поставить все точки над «и» и сказать... Все, ура, побежали. У нас последний был урок английского. See you. Побежали. Вот уже все собираются, потому что сегодня пятница, будет гимн, и наконец-то можно быть свободными. И все разбежались. Мы не пара. Мы просто друзья. Мы не женаты. Как кто-то написал в комментариях. Конечно, комментарии такая секция под видео, которая лучше не читать. Но закрывать тоже, я считаю, это неправильно, потому что люди должны оставлять свое мнение. Вдруг что-то там не нравится видео, как я снял. Мне это тоже важно знать, потому что я создал новый канал, не так много зрителей, я не знаю, про что на самом деле снимать, что вам было бы интересно. Но писать такие вот гадости и сразу начинать оскорблять и делать выводы, почему я ушел из дома, по этому поводу, это очень странно. Сразу говорю, я не ушел из дома из-за Инны. Не встречаемся, мы хорошие друзья. На самом деле, мы, получается, сколько уже друзья? Не такой длинный период, да, полгода. Мы начали общаться в школе. Я подставлю момент, что мы вышли из школы. Да. То есть мы реально учимся вместе. Сколько тебе лет? 18. Мне 16, это правда. Она в 11 классе, я в 10. То есть для 11-классника в России, она переехала из России, из какого-то города? Она переехала из Владивостока, и это нормально. Нормальный такой возраст. Конечно, здесь немножко идет отставание на год, и тоже я должен был быть в 11 классе здесь, как все в моем возрасте, 16 лет. Да. И здесь это совершенно нормально. Но говорить, что... много чего там говорили, не хочу это повторять, потому что это правда очень обидные слова. Это неправда. И просто не додумывайте. На эту тему я больше говорить бы не хотел, потому что оскорблять никого нельзя. Нельзя оскорблять по внешним признакам, нельзя оскорблять... Вообще, по любому поводу, это очень глупо, странно, не нравится, на самом деле, не смотрите. Речи, да, у меня проблемы, и я об этом сама знаю. Мне не надо об этом писать много раз. Ну да, и оправдываться. Да. Оправдываться тоже не надо, Инночка. У меня проблема с самого рождения. Ну давай расскажем тогда, на самом деле, тема видео, как мы вообще познакомились, что у нас общего, и что это вообще было за первое видео. Как мы познакомились? Познакомились мы... В ноябре. Да. Но на самом деле мы с начала школы как бы знали друг друга из-за того, что мы говорим на одном языке. Я помогал, если что-то переводил. Но мы не были так вот на самом деле близки, как друзья. То есть мы просто спрашивали, как дела, так, посредственно. Моя мама перебивала подарки. Да, у меня есть мама, у меня тут семья есть. Я не живу здесь одна. Как многие тоже думали об этом. Я ребенок, мне 18 лет, но... Это не значит, что я взрослый и так далее, я не считаю. Да, то, что ты меня утянула в свою семью, и мы создаем свое гнездо, но где вы такое слышали от меня, где вы такое говорили? Я такого не говорил. И в том видео, которое я выложил, вы все наверняка посмотрели, оттуда перешли на канал. Кстати, всем спасибо огромное, что вы перешли, подписались на канал, нас уже много. И на самом деле это большая, огромная мотивация. Я не знаю, как часто я буду выкладывать видеоролики,
ну, думаю, достаточно часто. Так что пишите, какие темы вас интересовали бы. Мне тоже будет интересно об этом всем рассказать. Если у меня все-таки меньше аудитории, я могу рассказывать больше так про личное, то есть мое личное мнение, не обобщать что-либо, чтобы потом люди не говорили, а вот там Turkish People сказали так-то, так-то. А теперь будет мнение лично Андрея. Да. Скажи тебе свой канал. Да. Когда ты можешь свои хобби показывать. Но это хобби, оно связывает. Нас связывают на самом деле, удивительно, не совсем-то и хобби. То есть я рисовать так профессионально не могу. А, вот еще вопрос был. То есть как ты можешь называть себя художником? Профессионалом, да. Да. Я оканчивала художественную школу, лицей. У меня есть диплом об образовании художественном. Вот. Да. Вот Сдавала видите. экзамены. Все, отлично. Да. Ай. Ну, все равно люди любят как бы сразу так судить по... Делать выводы. Да, делать выводы по обложке. Может быть, они и правы в этом плане. Все дело я не рассказал. И, наверное, это моя вина. Могу ли я себя винить за это, что я в том видео не рассказала тебе? Это что? Это твой канал. Ты имеешь право рассказывать обо мне хоть через 10 лет. Потому что это мое. Но мне на самом деле очень жаль, я хочу извиниться перед тобой, что вот такое Не вот надо. случилось. Не надо. Это нормально. Этого стоило ожидать. Ну, к сожалению, вот так. Сколько хейтов из-за моего голоса, из-за моей речи, ну, я с этим, я родилась так, я же не могу сидеть дома, молчать и не общаться, не искать друзей и так далее. Нет. Да, Видите, у меня я есть дружу с проблема, ней. у меня есть проблема, но я не считаю, что это трагедия. То есть для меня это, да, обидно, грустно это выслушивать, но я не хочу замыкаться в себе из-за этого. Вот. Представляете, у человека сколько есть талантов. Я в языках, я знаю корейский. Да, вот представляете, Я ходила на корейский топ фактов об Инне. Жила во Владивостоке, хотела учиться в Корее, в итоге турецкий. Вот Но так же для и меня это сложилось. плюс. Для меня это плюс. Я еще турецкий учу. Ну хорошо, кстати, идешь. Ты много понимаешь. Конечно, бывает у меня тоже, когда я учил турецкий язык, проблемы именно с говорением, потому что это надо больше практиковаться. Не все так сразу. Но написали, Андрей, мог бы выбрать девушку получше, чтобы была турчанка, худая, красивая. Дорогие те, кто написал эти комментарии, мне очень-очень жаль, что вот так вот получилось. Ну все, перед вами давайте я извинюсь, все. И не буду с ней дружить, да, по-вашему? Это дружба называется. Ты не выбираешь людей внешне. Хотя я считаю тебя красивой девушкой. Спасибо. Это странно считать вообще любого человека каким-то У некрасивым. меня друзей у меня достаточно много. И никто из них никогда не говорил мне напрямую о моей проблеме. То есть у меня редкие друзья, в России много друзей. У меня есть человек молодой. Вот. У нас никогда не было никаких недопониманий в силу моего голоса. Потому что я об этом не кричу. И со временем люди привыкают к этому. Но указывать на мою проблему прямо в лицо, это не к месту. Это такие красивые пальмы. Мы сейчас в парке сидим. Да. Сегодня погода радует. В принципе, не так уж холодно, не такой прям порывистый Сегодня ветер. пятница. Ну, пятница. Это хорошо. Хорошо. Ну ты гулять едешь сегодня? С мамой, да. Правильно, с мамой надо проводить время. Я А с то они мамой все провожу расстраиваются. время. Я не держу зла на маму. Ни в коем случае не пишите такое, что... Может быть, я ее обидел. Я считаю, я ее правда обидел. Может, она сама тоже обиделась. Но я ни в коем случае никогда не буду держать на нее зла, ни на кого. Зачем? Все хорошо, все будет хорошо. Вот сидим, обсуждаем и решил сделать такую паузу. Почему я вообще ушел из дома и именно остался у Инны? Мы были вместе в тот момент, когда мне стало плохо, когда мне стало очень обидно, я высказался родителям
и сказал то, что я не хочу сегодня идти домой. Хотя они меня очень упорно договаривали со мной, звали. Ну, даже уже угрожали, что ну, давай, надо как бы домой идти. Со стороны отца это было. Но все равно я остался у нее. Вы ничего там не думаете, не надумываете. Да. В отдельной комнате у нее сейчас мама. Мне нужно было услышать мнение тоже другого взрослого человека. Конечно, мне все говорили, ну давай поезжай домой, конечно же, разбирайся с родителями и живи, конечно, у себя дома. Ты еще очень молод, конечно, делаешь глупости. Я согласен с этим, да. Но на тот момент мне прям вообще не хотелось. Мы с Не мамой, хотелось. мы не уговаривали Андрея оставаться у нас. То есть мы сказали, ты подумай, то есть если тебе реально плохо и хочется просто, ну, как бы получить поддержку и отдохнуть, можешь остаться. Но лучше, конечно, мы ему говорили, то есть мы его не удержали, как многие писали, то, что мы тебя прям взяли от лицо. Да, и из семьи Да, забрали. не было такого. Моя мама, наоборот, говорила, что может лучше ты с родителями останешься, там, поговоришь и так далее, но решение чисто Андрея было просто отдохнуть. Я очень благодарен твоей маме искренне за то, что она вот приютила, дала разрешение на это. Не оставила, ну, она сказала, не оставлять же тебя на улице. Ну, потому что я бы все равно домой не пошел. На улице. Было очень холодно в ту ночь. Это Да. прям вообще... Да. Я вот помню. Не знаю, когда что-то происходит у меня не очень в жизни, почему-то какая-то прям холодрыга еще та. Ой. Ну, вот такая вот она жизнь. Может быть, поспешные решения к этому всему привели. Может быть, что-то не то я сказал. Но это же не повод, допустим, меня вычеркивать из жизни. Это повод еще раз обсудить, показать, рассказать. Может быть, даже доказать то, что я вот не прав в чем-то. Не знаю. Вот именно, я не знаю. Я не знаю, что было, нужно было делать именно в тот момент. Может, я сделал правильное решение, может, неправильное. Конечно, это покажет время. Покажет время. Пока сейчас у меня вот напряженное отношение с родителями из-за того, что они все равно держат обиду за то, что вот я вот такой вот натворил, то, что происходит у меня в жизни, они не очень довольны. Но это родители. Ну, конечно, они всегда будут волноваться, да. Главное, как бы, найти общий язык. Да. Но я никого не бросаю. Семья у вас дружная, Я вы никого не справитесь. бросаю. Все будет хорошо. Вот, то есть я всегда готов поговорить, обсудить. Я люблю свою семью. я- Андрей дома живет, он не живет у кого-то Да, да, дома. да. Он вчера дома был, Вот, сегодня дома это был. была только одна ночь, Да. когда мне реально было, ну, не хотелось возвращаться домой. Так что еще раз хочу сказать, все у меня хорошо. Я люблю свою подругу. Подругу, еще раз подчеркиваю, подругу. Я очень рад, что у меня есть такие классные друзья. Я познакомлю еще с одной совсем скоро на канале, потому что если я рассказываю о своей жизни, мне надо показывать людей, с которыми я общаюсь, потому что это окружение мое. Конечно. И я считаю, это очень важно, и нельзя о таком было умалчивать. И тем более, когда столько для тебя хорошего они делают, сколько поддержки, а поддержка даже моральная, это огромная уже помощь. Я и так человек очень отзывчивый, и всегда людям пытаюсь помочь, когда кто-то в похожей ситуации, да даже по любому вопросу. То есть, ну, у меня мама такая на самом деле. Я больше в маму и правда иду. Андрей мне тоже всегда помогает. И я ему стараюсь помогать. Потому что он человек, мы все люди. Да. И Мы все делаем ошибки. никто плохого не заслуживает. Все люди заслуживают хорошего. Даже если они плохие. Вообще хватит уже отчаиваться. Ну, посмотрите, природа прекрасна. Пятница, это уже второй плюс. Вот думаю прогуляться, либо провести время с семьей. Я, скорее всего, как раз таки сейчас сяду на трамвайчик и уже доеду до дома. Но мы... Да. Ты будешь с мамой проводить время? Я с мамой. Да. Каждую пятницу я с мамой. Это вообще супер. И завтра я с мамой. Это супер. Всем советую. Кто смотрит нашего возраста. Цените родителей. Да. Цените родителей, пока они есть, это очень важно.
Потому что потом это просто не вернуть, эти воспоминания, и будете жалеть. До встречи в новых видео. Я надеюсь, вам нравится мой канал. Я здесь искренен с вами. Рассказываю правду, что у меня происходит в жизни. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Поддержите меня лайком. Канал новый. До встречи. Всем пока.